Друзья, всех приветствую! Сегодня в обзоре рассмотрим долгожданную новинку от компании SIMGOD. Наушники поставляются в довольно небольшой коробке, но с таким уже знакомым оформлением, достаточно приятным. Здесь на лицевой части имеется изображение такого пылающего феникса, название модели EM6L, логотип SIMGOD и логотип Hi-Res Audio. А сзади имеется графика чеха этой модели. И в этот раз ее настраивали под Harman Target 2019. И я могу сказать сразу, получилось это сделать у них очень успешно. За звук здесь отвечает один динамический драйвер и 4 арматурных излучателя. Чувствительность наушников составляет 119 дБ, и они получили 26 Ом импеданс. Поэтому на раскачку они в целом довольно легкие. Но теперь давайте рассмотрим комплектацию подробнее. И первое, что нас здесь встречает, это надпись Феникс с таким рисунком, очертаниями этой птицы. И здесь уже аккуратно расположились сами наушники. И теперь они имеют такой черный цвет. И корпус в этот раз у них изготовлен из смолы. И тактильно они такие очень гладкие и приятные. И довольно легкие. На лицевой части правого наушника имеется такой рисунок Феникса, а на левом логотип компании SIMGOD, рядом с которым можно также увидеть одно акустическое отверстие, расположенное вот здесь. На корпусе наушника установлен разъем 2 пин для подключения кабеля с разъемом QDC, имейте это в виду. Ну а на внутренней части корпуса указано название модели EM6L Phoenix и имеется также маркировка правого и левого наушника соответственно. Ну а сопло, как вы заметили, у них довольно такое вытянутое и широкое, поэтому с посадкой у этих наушников проблем вообще никаких нет. Сидят они в ушах довольно плотно, и звукоизоляция остается на действительно хорошем уровне. Да, корпус немного по-прежнему собирает отпечатки, но теперь это не так бросается в глаза, как на предыдущих моделях. Ну а в этих двух картонных коробочках находятся аксессуары. В этой, что побольше размером, имеется такая небольшая инструкция по эксплуатации и использованию наушников, как подключать кабель и все в таком духе. А в этом довольно хорошем чехле находится вот такой обновленный медный кабель, который на самом деле достаточно удобный, в меру гибкий и очень легкий. У него имеется коннектор 3,5 мм джек и коннекторы QDC для подключения к наушникам. К заушинам у меня вопросов никаких нет, поэтому с посадкой при использовании здесь все в полном порядке. Ну и конечно вы можете поменять его на любой другой. Главное, чтобы у кабеля были разъемы QDC, то есть вот именно такие. Имейте это в виду. Ну и куда же без амбушюр, друзья? Здесь нам положили ровно один пакетик с довольно удобными насадками, которые можно использовать без проблем. Я думаю, вы видели уже похожие с другими наушниками. Ну а теперь, друзья, давайте поговорим о звучании и рассмотрим график этих прекрасных наушников. Вот так он выглядит. И здесь нам наконец-то добавили хорошенько так бас-буста на низких частотах. Сделали ровную, аккуратную серединку с довольно плавным переходом к области верхней середины, с небольшим совсем акцентом. И достаточно хорошо прорисовали область высоких частот, совсем тоже таким небольшим акцентом на 8 кГц. Начну, как всегда, с разбора низких частот. Сразу скажу, что да, это именно то, что я хотел получить. Эта модель получила заметный прирост в этой области по сравнению с другими моделями, такими как EA500 и EV200. Теперь бас в этих наушниках шлепает и ударяет как надо. По ощущениям, это такой сосредоточенный и более плотный фактурный удар с отличной прозрачностью и аккуратным затуханием.
Бас в них очень собранный, имеет подчеркнутую атаку и хорошо контролируется. То есть он не мешает раскрыться среднему диапазону, а наоборот прекрасно дополняет его своей весомостью и наполнением пространства, благодаря более хорошей и уже подросшей массе и объемности. Что меня также порадовало, это то, как в EM6L очень хорошо поработали над раскрытием среднего диапазона. У них ощущается безумная воздушность и прозрачность с отличным детализированным пространством, в котором инструменты совсем не теряются. Аналитика в этой области действительно удивляет. Я могу разделить буквально всю композицию на отдельные слои. А вот вокал звучит теперь не так тонко и имеет отличный вес и заполнение пространства. То есть ударные также хорошо подчеркнуты, имеют отличные такие транзиенты и оставляют после себя довольно длинные шлейфы от реверберации. Подача этой области удивительно хорошо раскрыта с технической и при этом довольно музыкальной и приятной стороны. И в целом у них достаточно такой прозрачный и контролируемый тембр, без лишних каких-то неприятных сибилянтов, акцентов при прослушивании, особенно женского вокала. И в итоге все в целом звучит довольно ровно и очень разборчиво. А вот на высоких частотах EM6L имеет очень такой хороший и правильный подход к настройке. У них, как и у младших моделях, имеется отличная техничность, которая никуда не потерялась, поэтому наушники без проблем воспроизводят тяжелые жанры с кучей инструментов и перегрузами, совершенно при этом не теряя деталей в общем миксе. Каждая тарелка, каждая перкуссия будет услышана вами. Вам не нужно как-то напрягать слух, чтобы разобрать трек. Я бы сказал вообще так, с этим набором вы просто плывете по такому гладкому и приятному течению. В этой области также нет никаких сибилянтов. Если EA500 могли так хорошенько подсвистнуть, то здесь полный порядок. Тон высоких частот очень ровный и слегка теплый, поэтому этот диапазон совершенно не утомляет при долгом прослушивании. А прозрачность и разрешение находятся на достаточно высоком уровне в этой модели. А вот сцена и визуализация наушников Simgot EM6L удивила меня своей хорошей проработкой и оптимальной и правильной по ширине. А глубина погружения находится на отличном уровне. Я легко могу разделить разные звуки инструментов, перкуссии или синтезатора на отдельные слои. Что не просто, то есть они не звучат в одном месте, а заметно так отделены друг от друга. И слышно, что все звуки находятся на разных расстояниях. Ну а вывод по данной модели наушников у меня получился таков. Simgot EM6L по сравнению с другими предыдущими моделями компании, которые я слушал, получились самыми, на мой взгляд, выдающимися и уже более взрослыми с отличной и более сбалансированной подачей. И эта модель теперь определенно является по праву всежанровой, так как и любители баса теперь точно не пройдут мимо, а все остальные слушатели теперь определенно будут еще более довольны новым и более совершенным звучанием. Ссылка на покупку наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Подписывайтесь на мой канал и не забывайте ставить лайки. С вами, как всегда, был IC Genius. Спасибо всем за просмотр. Всем удачи и пока.